Всем доброй ночи еще раз. Итак, друзья мои, как говорят мои зрители, защит много не бывает. Я тоже так считаю, что защит много не бывает. И сколько бы не было у вас в арсенале защит, в любом случае еще одна защита не помешает. Круг обережный. Я давала вам различные работы. Сейчас хочу подарить вам очень сильную защиту. Это не означает, что те защиты не сильные. Но когда я говорю очень сильные или сильные работы, это работы, обладающие особой силой, особой энергией. И поэтому к этим работам нужно подходить очень внимательно, очень трепетно и стараться выполнить без ошибок. Круг. Я думаю, что мало найдется людей, кто не видел фильм «Ви», да, написанный по мотивам рассказа Гоголя. Почему студент, или как его звали, уже забыл, представляю, Фома, по-моему, да. Почему Фома все же сдался, почему до него добрались злые силы? Потому что он ушел, отошел от круга обережного. Пока он там был, силы не могли перейти границу. Вот когда он испугался, когда он засомневался и отошел от круга, собаки мои тут грызутся. Лежак никак не поделят. Так вот, как только он засомневался, отошел от обережного круга, то злые силы его настигли. Наверняка вы много слышали различных рассказов, когда чертили вокруг круг для того, чтобы обезопасить себя. Человек начитывает, поворачиваясь на все 4 стороны света. Он чертит невидимый круг. В древности считалось, что родина человека это тоже некий такой обережный круг, некое пространство, внутри которого развивается эгрегор, который подпитывается героизмом, памятью, наследием предков, деянием потомков, сказаниями, памятью нации, этноса. И поэтому особое значение придавалось понятию круг. Та субстанция, внутри которой развивается энергия. Круглый стол. Вот деньги идут по кругу и возвращаются назад. Поэтому я всегда советую приобрести круглые столы. И на круглых столах проводить ритуалы. Желательно. Не обязательно, но желательно. Круглый стол имеет особую магическую силу и значение. Рыцари круглого стола короля Артура. Это обозначение человека как равного. Нету во главе стола, нет в конце стола. Мы все равные за круглым столом. Далее. Круг земли. Небесный круг. Круг солнца. Этот символ космический, символ круга, он обозначает защиту, надежность, силу и определенную некую субстанцию, внутри которой развивается
сила и энергия данного места или человека. Почему кочевники строили свою юрту круглой? Не только потому, что так удобнее ставить юрту, можно было и квадратной, а потому что это символ оберега. Все 4 стороны света оберегаемы. Можно привести очень много различных фактов, аргументов, значения круга в магии. Но не будем занимать время ваше, потому что обо всем этом было сказано, снято не раз. Итак, защитный круг. Вам следует встать посреди комнаты или не посреди, в какой-то части комнаты, поворачиваясь на все 4 стороны света, по одному разу читать эту защиту. Обновляйте эту защиту время от времени. Ну, предположим, первое время начитываете раз в месяц. Потом можно чуть реже, когда ваша энергия, сила привыкнет, то можете уже читать чуть реже. Лично я, как сапожник без сапог, который всегда не до себя и всегда для других, потом подумаю о себе, могу сказать, что очень люблю такие защиты, обережные защиты, связанные с кругом, с тем, что нужно поворачиваться на все стороны света. Кстати, здесь не кругом защитным, а кругом. Вот так лучше обозначите, так и произносите, так заранее, пока не забыла. Так вот, это самая быстрая и самая сильная защита. И время от времени вспоминая, что я тоже нуждаюсь в защите не потому, что кого-то боюсь, а потому что борьба потом с недругами отнимает огромное количество времени, силы, энергии. Помни об этом. Время от времени, чтобы не тратить особое время и усилий для себя, я начитываю защиту круговую, поворачиваясь на все 4 стороны света. То есть таким образом начертив круг. И вы знаете, вот месяцы проходят, пока я вспомню еще раз об этом. Нам нужно очищать себя, нам нужно скидывать, потому что мы все через себя пропускаем, и человеческие бедствия, трудности. Нам нужно защищать себя, начитывать защиту не только ради себя, еще потому что нужно помнить, что через свою кровь мы защищаем и своих детей, и своих близких. И это не только ведьмы. У ведьм просто это сильнее проявляется. Мы должны начитывать, иногда очищать, иногда читать себе защиту. Вот вчера очистила, скинула себе вот этот груз, который накопился, то есть за долгое время, пока я у людей убирала всякие их трудности, да, все это оседает на тебе вот и остается. И сегодня вот некая такая бодрость, энергии прибавилась. Нужно о себе думать. Начитываешь на богатство, на денежные какие-то заговоры. И будьте уверены, что этот достаток приходит в ваш дом. И неважно, вы читаете только, и больше никто, все равно в вашей семье появляется этот достаток. У ваших детей начинают получаться дела, складывается хорошо. Потому что через свою кровь мы отчасти и во многом влияем на судьбу, на жизнь своих детей, и своих родных и близких. Итак, что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы вы просто встали посреди комнаты,
и, поворачиваясь на все 4 стороны света, начитали себе круговую защиту. Это все, что вам нужно. Все. И вы можете быть уверены, что вокруг вас, сколько бы ни началось всякой суеты, как в том фильме «Ви», сколько бы ни копилось, они не смогут пройти через этот защитный круг. Я вам расскажу один случай. Это произошло с другом моего деда, и вот рассказывали в детстве, а я ухо востро все это слушала, копила. Мне бы целую книгу написать по их рассказам, об их жизни. Может быть, придет и такой день. Пока что, к сожалению, времени на это все просто катастрофически, времени и сил не хватает. Так вот, его друг был охотником, но так получилось, что они израсходовали все патроны, то есть уже довольные, груженные, возвращались домой. Так бывает, что охотники иногда расслабляются. Это было зимой, но они в лесу, хотя лес вроде знали хорошо и часто там бывали, но огромный лес, видимо, леший их просто там запутал. Они заблудились, не могли найти выход. Уже темнеет, их 4 человека. Ночь приближается, не знают, что делать, отчаялись. Положили все, что, значит, взяли возле дерева, разожгли костер, чтобы как-то переночевать. Разложили там все, что нужно для того, чтобы спать, и решили по очереди дежурить у костра, чтобы не замерзнуть. Но там не такие лютые зимы, там на улице можно в куртке спать, и ничего такого, это все-таки юг, Грузия. Разожгли костер, сидели, и к ним начали приближаться, то есть волки, волчья стая. Я хочу вам сказать, что люди, которые думают, что волки боятся огня, они подходят к тем, кто возле костра. Это не совсем так. Не все волки боятся огня. И у них есть очень много хитроумных возможностей, значит, заманить человека чуть подальше от огня и напасть. С ними была собака. Сейчас не помню, какой породы, поэтому... я так могу предположить, что, наверное, кавказец. И они боялись, что волки его просто позовут в сторону и сдерут, убьют, естественно, съедят. Зима, мало у них дичи. Сначала они решили кидать туда, значит, все, что они поймали. Волки это все забирали, съедали, но стая была огромная. И, видимо, на всех не хватило. А у них там не было особо такой охоты. И тогда один из этих друзей, который что-то знал, понимал в этом всем, видя безысходность, сказал, что осталась последняя надежда. Отойдите в сторону, то есть стойте смирно и мне не мешайте. И он начал вокруг костра ходить, чертить какой-то круг и начитывать что-то, говорить, шептать. Сказал, что бабка учила, или поможет, или все погибнем. И вы знаете, волки подошли, сделал такой круг, стали вокруг, то есть какие там стали, сели вокруг этого вот, вокруг них. Собаку они там держали как могли, собака, естественно, лаяла, пыталась кинуться на них, они не пускали, в этом кругу сидели.
И эти волки не могли подходить. То есть подходили, и было такое ощущение, как будто они об стекло бьются, не могли зайти, переступить через этот круг. И он начитывал, опять по кругу ходил, читал до утра. Вот так до утра они ждали. К утру стая начала постепенно уходить, отходить. И они просто чудом вышли из леса, и сколько было сил, пришли домой. Вот обережный защитный круг. Это одна история. Таких историй много. Я вам рассказывала, что было страшное время. Сейчас не буду называть это слово, но дети умирали от определенной хвори. И моя прабабушка вместе со своими соседками, плуг, насколько я помню, да, называется, вокруг села, ночью до самого утра ходили вокруг села и начертили этим плугом круг. И вы знаете, в наше село это не пришло. И в нашем селе дети остались живы. Хотя это было очень страшные годы, и очень много детей в Закавказье именно от этой гадости умерли. Просто умирали внезапно, начинали задыхаться, и все. Вот, собственно говоря, и защитный круг. Теперь заговор следующий. Не за мной надо повторять, а надо переписать. Я сегодня прочитала. Вот за вами. Нет, надо переписать и проводить. Вы не можете за других проводить. Невозможно, нельзя. Если вы хотите своего ребенка защитить, маленького ребенка, если он маленький, не может разговаривать, вместе с ним, держа его в руках, начитайте себе защиту, и ему тоже пойдет эта защита. Если он может разговаривать, если он уже 10 лет, 11, 13 лет, вы хотите защитить своего ребенка, дайте ему этот текст, пусть он читает и поворачивается на все стороны. Если не может самостоятельно, пусть повторяет за вами. Точно так же кружась вокруг своей оси. Неважно, с какого места вы начали, с юга, с запада, это не имеет никакого значения. Называйте просто, поворачиваясь на все 4 стороны света. Начнем. С этого часу, с этой минуты я окружаю себя кругом защитным. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, печатью луны и печатью солнца, темной когортой и древним легионом, тьмой и светом. Окружаю себя кругом, закрываю себя кругом. Кто на меня злом пойдет, тот свое зло себе же возьмет. Ограждаю себя кругом защитным. Защищай меня, круг, от своих и чужих, от близких и далеких, от лихих, от злых, от воды и огня, от травли, от тюрьмы, от сумы, от разорения, от ограбления, от нападения, от ранней смерти, от властей и казенных людей, от молодого и старого, от бабы и от мужика. Всякое зло меня обойди, развернись и вобрат пойди. Защити меня, защитный круг, от всякого зла вокруг, летом и зимой, осенью и весной, днем и ночью, на закате и на рассвете, в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Я в кругу защитном, круг обереженный со мной, заклято. Где-то 8 лет назад я дала этот заговор одной женщине. У нее дочь занималась спортом и возвращалась поздно. И вообще постоянно была на этих тренировках. И приходилось проходить через парк. Она говорила, просила, объясняла, но молодежь не понимает. Да мы вместе идем, да мы и так далее. Однажды она пришла, вся бледная.
Но перед этим начитывала круг. Обережный круг. Пришла бледная и сказала: мам, я тебя обманула, извини. То есть она сказала, что она с подругой будет идти, еще с кем-то. А на самом деле просто решила сама срезать путь побыстрее домой. Обманула мать, одна шла. И за ней угнался человек, потом его поймали. Потом оказалось, что он там замешан в нескольких делах, серийник. Он начал за ней идти, уже подходил, практически чуть ли не уже ловил ее. И внезапно упал и очень сильно ударился коленкой. И не смог уже бежать. Начал хромать, в общем, стоя на месте. И она вот на одном дыхании побежала до дома. И она мне сказала, эта женщина, что, вы знаете, я вот уверена более чем, что это обереженный ваш круг ей жизнь спас. Потому что там много было таких случаев, достаточное количество, когда он нападал. Несколько закончились смертельным исходом. Одна в больнице была девочка, потом вышла долгое время, лечилась. Ну, даже страх от этого. Сами понимаете, что это такое. Вот это вот защита. Не похожий ритуал. Иногда даю похожий ритуал, а какой-то более такой уже усовершенствованный, да, вам дарю. Нет, вот этот заговор. Еще раз. С этого часу, с этой минуты я окружаю себя кругом защитным, заклинаю небом и землей, огнем и водой, печатью луны и печатью солнца, темной когортой и древним легионом, тьмой и светом. Окружаю себя кругом, закрываю себя кругом. Кто на меня злом пойдет, тот свое зло себе же возьмет. Ограждаю себя кругом защитным. Защищай меня, круг, от своих и чужих, от близких и далеких, от лихих, от злых, от воды и огня, от травли, от тюрьмы, от сумы, от разорения, от ограбления, от нападения, от ранней смерти, от властей и казенных людей, от молодого и старого, от бабы и от мужика. Всякое зло меня обойди, развернись и вобрат пойди. Защити меня, защитный круг, от всякого зла вокруг, летом и зимой, осенью и весной, днем и ночью, на закате и на рассвете. В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Я в кругу защитном, круг обережный со мной, заклято. Одно время в Волгоградской области, город Волжский, если кто-то оттуда вспомнит, 2004 где-то вот такой год, кажется, девушки пропадали. Потом их находили, кто-то в Турции, кто-то в Арабских Эмиратах, некоторых вернули, некоторые так и пропали без вести и так и не нашли. Пришла ко мне женщина. Я жила тогда еще с бабушкой одной, училась. И не хотела там принимать людей, как-то им не нравилось. Сказала, что просто пришла в гости. Мы зашли в свою комнату, она с опухшими глазами. И спрашиваю там, у вас кто-то пропал или умер? То есть чувствуется горе, вот это чувство, что она пришла не за любовника. Она сказала, дочь пропала. Принесла ее фотографию, одежду. Мы с ней вместе ходили и просили у мира мертвых ее вернуть. И она, когда объявилась, она рассказала. Схватили ее, подругу, еще какую-то девочку. Закрыли в каком-то гаражном помещении за городом. И там были еще девчонки. И вот в то время, когда мы с ее матерью
ну, ночью, 11:30 мы туда поехали, муж нас отвез, он там стоял, мы подошли к воротам кладбища, заброшенное кладбище, начитали, попросили, отвернулись и ушли. Этой ночью в доме началось нечто. Мертвые. Мертвые они слышат и помогают, если просишь, конечно, если правильно просишь и знаешь. Начались стуки, начались крики в этом помещении. А за стенкой вот эти твари сидели, они их привозили, закрывали и охраняли. Возили их, отправляли в разные регионы. И они начали безумствовать. Какие-то звуки слышались, какие-то жуткие такие рев, какой-то крик. И эти выбежали на улицу, начали спорить. Один говорит, что нельзя их оставлять, там шеф сказал, другой там, да ну, в общем, мат-перемат, я здесь не останусь. Ты не слышишь какие-то звуки, какие-то там бесы, черти, тут что это происходит? Они, значит, выбежали. И один из этих рабочих пришел, открыл, чтобы проверить, они там на месте или нет. Значит, открывает дверь, смотрит, закрывает. И вдруг какой-то ужасный звук, какой-то, знаете, такой вой или что-то в этом роде. И этот ублюдок, значит, в испуге все роняет и бежит. А там рядом лесополоса. Он бежит в лес. И тогда эти девочки смыкнулись, что пора бежать. Там было человек 8 где-то так. Что пока дверь открыта, пора бежать. И они, значит, выскочили и побежали. Побежали и вот пешком шли, боялись машины останавливать, боялись, вдруг это они их ищут. Прятались. Одна девочка потом умерла от сердечного приступа, от пережитого. Посидели, понимаете? Будьте осторожны. Всегда. И детей учите. В нашем мире столько тварей. Бездушных тварей, которые никого не пожалеют ради своих денег и загубят любую судьбу. И вот она пришла домой. Спаслась. И после этого начались расследования, начали искать, пришли в эти гаражи эти следователи, и вот так вышли на их след. И она, когда рассказала, вот время совпадает точно с тем временем, когда мы шли с ее матерью, это все начитывали. И вот представляете, мертвые встали и начали их защищать, вытаскивать оттуда. Вы когда говорите, там просто люди, вот мертвые, это все ерунда. Они живее всех живых. Вы просто не представляете, какая там жизнь по ту сторону. Мы не пришли в этот мир, чтобы потом червей кормить, понимаете? Есть нечто другое, потом нечто такое необъяснимое. И вот это все, что я вам даю, это такое же необъяснимое, сильное, которое помогает. Единственное, что омрачает вот это все, что мама этой девочки оказалась очень неблагодарным человеком. Очень недостойным человеком. Ну, не хочу об этом говорить. Просто потом мне передали запись с ее разговором, когда с одной, была молода, хотелось какого-то, знаете, благодарности, ощущения, что я помогла же человеку. И я ей сказала, вот даже можешь позвонить, спросить, вот такое было, вот я помогла ей вытащить дочь после этого. И она при мне, при мне позвонила, и та сказала, вы знаете, девушка, давайте встретимся и поговорим. Это давно было. Она встретилась и записала ее на диктофон. И та сказала, что я сочиняю, ничего подобного не было, и это совершенно там случайные люди проходили, открыли дверь, и мне бы вообще поменьше сочинять и придумывать. И это было очень омерзительно. Ну да ладно. Так что не все, однако, благодарны, господа. Но магия работает, и это самое главное. Желаю всем удачи и всех благ.